Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень нежный кето-торт с рикоттой. Торт рикотта настолько вкусный десерт, что он, несомненно, станет одним из лучших рецептов кето-тортов для всех, кто соблюдает низкоуглеводное питание, кето или просто ограничивает простые углеводы в своем рационе. Существенный плюс кето-торта — это то, что здесь полностью отсутствует какая-либо мука, бисквитно алкализованном какао и органическом подсластителе. Получается невероятно пористый и воздушный. Такой торт — отличный выбор при непереносимости глютена. Рикотта — это самый обезжиренный творожный сыр, который понижает общую калорийность десерта, но при этом сохраняет высокий уровень кетонов. Рецепт разработан специально мной для любителей рикотты. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Предварительно эритритол для бисквита и суфле пробиваю в блендере до эритритольной пудры. В яйца добавляю эритритол и ванилин. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Выливаю сильно размягченное сливочное масло. Просеиваю какао-порошок через мелкое сито. Добавляю разрыхлитель. Осторожно перемешиваем ингредиенты сверху вниз для получения однородного шоколадного теста. В форму для выпекания с предварительно вытянутой пекарской бумагой выкладываю все шоколадное тесто. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Горячий бисквит оставляю на решетке до полного остывания. В рикотту добавляю сок лимона и эритритол. Вымешиваю на средних оборотах миксера в течение 2 минут до получения однородной творожно-сырной массы. Добавляю холодную сметану, перемешиваю на низких оборотах миксера в течение 2 минут. Выливаю предварительно подготовленный и растопленный желатин. Быстро перемешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы суфле не успело укрепиться. В форму, обтянутую пищевой пленкой с ацетатной лентой, выкладываю все творожное суфле. Распределяю суфле по форме силиконовой лопаткой. Сверху устанавливаю бисквит, утапливая его руками. Накрываю форму с тортом пакетом и убираю в холодильник минимум на 7 часов. Извлекаю форму и снимаю ацетатную ленту. На поверхность подложки наношу немного крема, который прилип к ацетатной ленте при ее извлечении. Прикладываю подложку к торту, переворачиваю конструкцию сверху вниз. Убираю доску, дно формы и пищевую пленку. К торту вплотную снова прикладываю ацетатную ленту. Устанавливаю кольцо от формы и закрываю замок. Убираю форму с тортом в холодильник. Темный шоколад разламываю на фрагменты. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео и напишите комментарий. Любая ваша активность не только поднимает канал в рейтинге, но и мотивирует меня снимать больше проверенных и стабильных кето-рецептов, которые я лично тестирую на своей кухне. Шоколад растапливаю в микроволновой печи. Добавляю размягченное сливочное масло и какао-порошок. Перемешиваю до однородной шоколадной глазури. Горячую шоколадную глазурь выкладываю на поверхность суфле. Круговыми движениями распределяю шоколадную глазурь по поверхности суфле. Убираю торт в холодильник, чтобы глазурь окончательно застыла. После холодильника осторожно отделяю глазурь ножом от ацетатной ленты. Извлекаю кольцо и снимаю ацетатную ленту. Осторожно разрезаю глазурь в 2 приема, чтобы она случайно не треснула. Кето-торт рикотта получился очень вкусный. Сочетание творожного сыра и сметаны с воздушным бисквитом на какао понравится всем, кто любит облегченные торты без высокой калорийности. Рецепт десерта настолько удачный, что он понравится даже тем, кто далек от кето. В этом я уже убедился. Спасибо за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.